Тебя никто не выгонял еще. Мы ждем Лену. Но не выгоняйте меня, пожалуйста. Добрый день, друзья! Из года в год, именно в октябре и ноябре, вами задается один и тот же вопрос. Почему мои орхидеи, которые находятся позади, не цветут? Я уже отвечала на этот вопрос и не раз. Но то ли его задают новички, то ли это происходит от какого-то непонимания природных процессов. Но вопрос из года в год повторяется. И мне приходится объяснять, что в орхидее есть свои жизненные процессы. Она не только должна цвести всегда на радость нам, но когда-то она должна и расти. Растить листики, корни, а не только цвести. Так почему у меня орхидеи именно октябрь и ноябрь не цветут, а в магазинах всегда есть цветущие орхидеи? Вы думаете, у меня нет тоже цветущих орхидей? Конечно, есть. И на данный момент у меня очень любят цвести бульбовые орхидеи. Вот Зигопитал, он выпустил опять 2 новых цветоноса. И Дендрофаленопсис выпустил вот такой чудесный цветонос, и он почти весь распустился. А орхидеи, которые я покупаю сейчас в магазине, да, они цветут и находятся, сейчас мы повернем камеру, они находятся немного в другом месте, и они тоже прекрасно цветут. Причем цветут очень долго. В магазинах мы всегда видим только цветущие орхидеи, потому что производители орхидей, садовники, которые занимаются их выращиванием, они создают в любое время года те условия для орхидей, которые нужно сначала для роста, а потом для цветения. И неважно, будет это лето, будет это зима, но в тех теплицах, где они выращиваются, создаются условия сначала для роста орхидей, потом создаются условия для цветения орхидей, то есть разница температур для того, чтобы орхидеи выпустили цветоносы. И в таких огромных теплицах поддерживается влажность, температура, потоки воздуха, обязательно освещение. Это все делается так, чтобы орхидеи сначала выросли, потом зацвели. Но у нас с вами нет специальных помещений, и мы не можем создать вот именно те условия для того, чтобы орхидеи цвели всегда. Да, есть регионы, в которых всегда идеальные условия. Ну вот живут люди в тех местах, где среднегодовая температура 20-26 градусов. Ну там орхидеи обязаны цвести всегда. Но все равно, в любом случае, орхидея должна не только цвести, но и расти. Так вот, в моем регионе получается так, что у нас очень жаркое лето, то есть всегда на улице больше 30 градусов, и не обязательно 30, а может быть даже и 50 на солнце. А в это время в природе, например, не то что там природные орхидеи, но у них генетически заложено, что они в это время замирают. И не цветут, и не растут, им очень жарко. Но мы тоже не можем жить при 50 градусах, это очень жарко. Да, конечно, в помещении работают климатические установки, которые охлаждают воздух, но все равно орхидея понимает, что где-то на улице, за окном все равно жарко. И поэтому мои орхидеи, да и у большинства, кто
любит и занимается орхидеями, чаще всего вот именно в это время осенью начинается активный выпуск цветоносов у фаленопсисов. Ричи, не толкай меня, ну... И только в конце декабря они зацветают и цветут почти до начала лета. В момент цветения они не растут. А когда заканчивают цветение, они просто должны и обязаны выпустить хотя бы 1-2 листика, нарастить какое-то количество корней. Вот это именно идут жизненные процессы у цветов. Ну а что касается моих орхидей, я очень люблю этот период именно выпуска цветоносов. Их сейчас за мной много, но есть такие интересные экземпляры, которые даже в моих не очень естественных для них условиях могут и цвести, и расти одновременно. По правую руку у меня стоит орхидея Happy Carol. Вот ее один цветонос. Сейчас я встану вам и покажу ее. Вот этот цветонос расцвел в прошлом году. И все лето доращивались бутоны, она цвела. Вот сейчас дорастила она еще 4 бутончика, 2 цветка распустилось. И у нее появился новый цветонос. Здесь видно. Так что есть такие экземпляры орхидей, которые могут цвести все время в разных условиях. А есть совершенно другие. Кстати, еще сейчас покажу один цветок. Вот доращивает бутоны. Не знаю, я его называю покемон. Может, конечно, это не так, но мне нравится. А вот появился новый цветонос. И почти у каждой орхидеи растет новый цветоносик. Или где-то появилась почка на старом цветоносе. Или удивительная орхидея алабастер. Она меня очень удивила в этом году. Она продолжила растить старый цветонос. Появляется 4 бутончика. Вот еще. Так что говорить о том, что орхидеи не цветут именно в это время, нельзя. У них просто происходят какие-то другие процессы, как раз выращивание цветоносов. Вот что они сейчас и делают. А я думаю, что к Новому году мы обязательно увидим прекрасное цветение. А бульбовые орхидеи к Новому году как раз уйдут в период покоя. У них тоже есть свои отличные от фаленопсисов жизненные процессы. У них есть период покоя, то есть период отдыха. В этот момент они не растут и не цветут. Я знаю, что многие боятся выращивать бульбовые орхидеи, но у меня есть некоторое количество бульбовых орхидей, я о них рассказываю, и ссылку на плейлист оставлю в описании под видео. А как цветут мои орхидеи в период цветения, тоже есть плейлист. И там много показано орхидей, ну почти вся моя коллекция, как они цветут, но именно в то время, когда им положено. Давайте не забывать, что всему свое время. Есть время растить листья, а есть время цвести. Так что ждем цветения ближе к Новому году. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Тишина.
Тишина. Тебя никто не выгонял еще. Мы ждем Лену. Даже потом не выясним. Лежи. Мне не хочется каждое видео начинать с тебя лежать. Не всем это нравится. Не хочу. Ну не выгоняйте меня, пожалуйста. Лежать. Пол видео о тебе. Вот. Очень хорошо. Спасибо. Добрый день, друзья. Молодец. Молодец. Почти молодец. Ричи. Ричи. Ага. Плямкаешь все время, чавкаешь своей игрушкой. Съемка. Ричи уйдет спать. Конечно. А тут надо себя показать. Во всей... Еще и отвернулся. Ты посмотри, я его за... Я ж тебя зову. Я не ругался, Ричи, не ругался.